Горечь во рту по утрам, тяжесть в правом боку после еды. А может, вы чувствуете вялость и отечность? Это может быть застой желчи. И эта проблема встречается чаще, чем вы думаете. Желчь – это не просто растворитель жира. Это внутренний очиститель, который разжигает огонь пищеварения и запускает его. Если отток желчи нарушен, вы чувствуете усталость, тяжесть в правом подреберье, проблемы с кожей и даже могут быть запоры. Нормализовать отток желчи можно без таблеток, меняя то, как вы едите, что вы едите, как вы двигаетесь и как начинаете утро. Кстати, в этом ролике я рассказываю о самых распространенных ошибках, которые совершает человек после пробуждения и которые влияют на весь его день. А в сегодняшнем ролике я расскажу о 6 простых и безопасных способах, которые улучшают отток желчи безопасно и естественно. Это короткая инструкция для тех, кто хочет легкости в теле, ясности в голове и здоровья внутри. Давайте начнем с того, зачем нам нужна желчь и что она делает. Как вы знаете, желчь вырабатывает наша печень. И в течение дня печень вырабатывает до 600 мл желчи. И вся желчь не попадает в желчный пузырь. Много желчи, минуя желчный пузырь, просто попадает в просвет кишечника. Желчь – это растворитель жира. Это внутренний очиститель, именно антисептик. Он все вычищает, бактерии, вирусы и так далее, все убивает. Даже негативную кишечную микрофлору уничтожает. А вот наша кишечная микрофлора устойчива к своей желчи. И желчь, она улучшает работу кишечника, перистальтику улучшает. Если желчи много, может даже быть жидкий стул. С точки зрения тибетской медицины, желчь участвует в формировании огня пищеварения. И хочу объяснить, что такое застой желчи. Но если мы говорим про застой желчи, вообще застой, да, то такого не существует. На самом деле, если желчь перестанет вообще выливаться в просвет кишечника, то у нас сразу желчный пузырь начнет надуваться до необъятных размеров. 0,5, 0,7, даже до литра. Но такого объема желчный пузырь не выдержит. Застой желчи, когда мы говорим, имеется в виду, что застаивается именно концентрированная желчь из желчного пузыря. А так, вырабатываемая желчь печенью, она постоянно идет. Даже когда мы глотаем слюну, пьем воду, все время желчь выливается в просвет двенадцатиперстного кишечника. Как понять, что у вас застой желчи? Конечно, в том смысле, что я имею в виду именно в этом ролике. Это густая желчь, это атония желчевыводящих протоков, атония желчного пузыря. Когда желчь идет, но не всегда так, как надо. Иногда не идет тогда, когда нужно. Да? Итак, первый симптом – это горечь во рту. При застое желчи, именно концентрированной желчи, она не всегда вырабатывается тогда, когда мы съели что-то жирное и так далее. Да? Она может выработаться тогда, когда мы вообще не ждем желчи. И из-за этого она может выливаться не только вниз по двенадцатиперстному кишечнику, в тонкий кишечник, а происходить заброс вверх, в желудок. И тем самым в желудке происходит воспалительный процесс, что вызывает обратный рефлюкс в пищевод. И это вызывает горечь во рту. Второй симптом – тяжесть и ощущение давления в правом подреберье. Всегда, вне зависимости от питания. В правом подреберье, когда я имею в виду, если вы мысленно проведете линию вертикальную по линии соска и линия реберной дуги, вот реберная дуга проходит здесь, и вот эта точка – это точка желчного пузыря. И тяжесть бывает именно в этой зоне и отдает туда, в правый бок, как будто под ребром. Далее. Вздутие, метеоризм и урчание. Но это не специфический симптом застоя желчи. Такие моменты могут быть и при других случаях. Но один из моментов застоя желчи, потому что желчь не участвует в переваривании пищи, тем самым образуются газы в кишечнике и вызывает метеоризм. Четвертый симптом. Это нежелание есть жирную пищу, так как она плохо переваривает. Или животные белки плохо перевариваются. Просто человек интуитивно не хочет этого делать, потому что после такой еды она лежит как будто в желудке камнем, и все это вызывает тяжесть. Вместо того, чтобы давать энергию, еда, сонливость вызывается. Это тоже застой желчи. Пятый симптом, больше с точки зрения тибетской медицины,
Я всегда говорю, когда вы просыпаетесь утром, вы должны высунуть язык и посмотреть в зеркало. Если у вас есть на языке белый плотный налет, и еще есть желтые полоски либо посередине, либо по бокам средней линии языка, то это тоже признак застоя желчи. Но и при застое желчи еще и бывают повышенные уровни холестерина. Так как желчью, именно концентрированной желчью, удаляется в течение суток 24 грамма желчи, желчных кислот с холестерином и 2 грамма чистого холестерина. Если происходит застой желчи, то этот холестерин полностью не удаляется, и тем самым неиспользованный холестерин в крови начинает расти. Почему застой желчи нельзя ни в коем случае игнорировать? Первое. При застое желчи, когда желчь застаивается в желчном пузыре, она начинает загустевать. И в густой желчи начинает оседать холестерин на стенке желчного пузыря. И тем самым запускает процесс либо камнеобразования в желчном пузыре, либо полипов желчного пузыря. Как пойдет, если иммунная система среагирует на эти капельки холестерина, то начнет образовываться полип. Если они начнут кристаллизоваться и твердеть, и конгломерироваться, тогда начнется камнеобразование. Сразу отвечу на вопрос, можно ли методами тибетской медицины растворить камни, именно холестериновые в желчном пузыре, и убрать полипы. Да, можно. Но каждый случай рассматривается индивидуально, поэтому вам нужно записаться на прием, прийти в нашу клинику и проконсультироваться с доктором. Следующее, почему не нужно игнорировать застой желчи, это с точки зрения тибетской медицины желчь участвует в формировании огня пищеварения. Если будет застой желчи, то будет ослабевать огонь пищеварения. А огонь пищеварения – это один из самых важных факторов нашего организма, который вообще участвует в переваривании пищи. Если вы хотите после еды чувствовать себя энергичным, активным, и переваривание пищи было быстрым и не поправлялись, тогда вы должны следить за тем, как работает ваша желчь и в каком состоянии находится огонь пищеварения. Ну и, конечно же, застой желчи может вызвать бескаменный холецистит, то есть воспаление желчного пузыря без камней, что может провоцировать за собой запоры, если желчь застаивается. И потом, если она вдруг выливается резко, вроде бы едите одну и ту же еду, вдруг жидкий стул, непонятно из-за чего. То есть желчь резко выбросил все свое содержимое в просвет двенадцатиперстного кишечника, и вы получили халогенную диарею. Почему происходит застой желчи? Первое, наверное, не очевидно, вы не слышали этого. С точки зрения тибетской медицины, застой желчи происходит тогда, когда человек постоянно находится в стрессе, когда в состоянии тревоги, беспокойства, внутренней суеты, в ожидании чего-то плохого и так далее. Почему? Потому что мы эмоционально все время напряжены. У нас преобладает симпатическая нервная система. Тонус гладких мускулатур напряжен, а желчь – это орган, который нервируется парасимпатической нервной системой, и желчный пузырь особенно все время в напряжении находится. И в этом состоянии он может не выливать желчь. Именно в нашем контексте стресс, хронический стресс, постоянный стресс может вызвать застой желчи. Следующая причина – отсутствие жира в питании, особенно животных жиров. Если вы не едите жирную еду, концентрированная желчь, не должна вырабатываться, потому что выработку концентрированной желчи именно из желчного пузыря провоцирует гормон, который называется холецистокинин. И этот гормон вырабатывается в ответ на жирную еду, когда жирная еда попадает в двенадцатиперстный кишечник. Следующая причина – это сидячий малоподвижный образ жизни. Когда мы мало двигаемся, возникает постепенно атония желчного пузыря. И атония может вызвать в дальнейшем застой желчи. Четвертая причина – это голодание. Особенно длительное голодание. Именно длительное голодание является одним из основных причин камнеобразования в желчном пузыре, именно холестериновых камней. Это не значит, что нельзя голодать, но голодать нужно правильно, под присмотром специалиста. Но если вы даже сами это практикуете, голодание,
то, пожалуйста, время от времени делайте УЗИ, ультразвуковые исследования желчного пузыря, чтобы посмотреть там, нет ли камней, нет ли взвеси, которые образуются в желчном пузыре при голодании. Если даже есть взвесь, какое-то время перерыв в голодании сделайте, будете регулярно питаться, как я говорю, тогда у вас вся эта взвесь сразу уйдет. И пятая причина, это самая неочевидная причина, об этом никто не говорит, и бариатрические хирурги об этом вам не скажут. Это резкое похудение. На самом деле, когда человек резко худеет, там 20 килограмм за 3 недели, за месяц, и потом снова это набирает, вот эти качели, конечно, вызывают застой желчи, и возникает опасность образования камней в желчном пузыре и полипов в желчном пузыре. Очень прошу, если вы худеете, то худеете с умом, постепенно, в ритме нашего организма. И на самом деле похудением считается достижение того веса и удержание этого веса в течение 3 и более лет. А теперь переходим к тому, зачем вы смотрите этот ролик. Как улучшить отток желчи. И многие из вас в комментариях пишут, зачем вы говорите, что там происходит? Скажите, что делать, чтобы этого не было. Но я придерживаюсь того мнения, что человек должен выполнять что-то с пониманием, почему это делает. И только тогда у него будет мотивация, и он будет делать это. Начну с банального, но самого фундаментального. Это стакан теплой горячей воды утром натощак и перед каждой едой. Я читаю комментарии, и многие пишут, что это им очень помогло. Напишите, пожалуйста, в комментариях под этим роликом и мотивируйте других. На самом деле стакан горячей воды перед едой, конечно, не запускает напрямую отток желчи. То есть он подготавливает к тому, что будет хороший отток желчи. При этом вы после воды начинаете есть какой-то жир, потом зарядка и так далее. Некоторые пишут, что добавление лимона, лайма помогает больше. На самом деле это дело вкуса. Есть люди, которые не умеют пить теплую воду. Им противно. Вот если туда добавите лимон или лайм, вода будет более приятной. Второе. Легкая утренняя зарядка и дыхание животом. Но утренняя зарядка подразумевается 15-20 минут зарядки перед завтраком, за 20-30 минут. Кто-то может прогуляться просто по улице или пробежаться. Это очень хорошо помогает. Дыхательная практика животом очень хорошо расслабляет желчный пузырь и улучшает тонус желчного пузыря. Но если вы не умеете дышать животом, попробуйте просто утром дышать, когда дышите, то есть соединять большой палец и указательный. И дышите, как всегда дышите. Вы будете дышать животом. Если вы соедините большой палец и безымянный, вы будете дышать больше грудью. Попробуйте. Следующий совет – это регулярность питания. Каждые 4-5 часов. И 3-разовое питание. Я об этом практически говорю в каждом ролике. И не устану говорить. Режим питания важнее того, что мы едим. Поэтому завтракайте с 7 до 9, обедайте с 12 до 2, ужинайте с 5 до 7. И избавьтесь от всех видов перекуса. Пока есть комментарии под моими роликами «Я ем тогда, когда хочу», я буду об этом говорить. Либо вы отпишитесь от канала, либо вы начнете правильно питаться. 4 правило – это умеренное потребление жиров. Здесь, конечно, главное правило с точки зрения тибетской медицины, правило завтрака – это присутствие жиров. И именно за завтраком нужно съедать либо топленое масло, либо сливочное масло, либо яйца, либо малосольную рыбу. Что вы хотите, что вы любите. И в течение дня тоже днем вы съедаете какие-нибудь животные белки. Если вы вегетарианец, веган, то добавляете растительное масло в дневную пищу. Даже вегетарианцам утром я бы посоветовал чайную ложку топленого масла. И за ужином вы можете приготовить овощное рагу, овощи, вареные, тушеные на пару на гриле приготовленные. Туда добавить немного оливкового масла. В контексте потребления жиров у меня есть ролик про обезжиренные продукты, посмотрите. Но на самом деле я не понимаю, зачем употреблять обезжиренные продукты. Если в контексте атеросклероза, вообще атерогенеза, да, то уже давно доказано, что жиры там участвуют частично, на 1/5 часть только. И жиры, они полезны. У нас клетки, да,
то есть каркас наших клеток держится на липопротеинах. Жиры бывают разные. Висцеральный жир плохо, а подкожно-жировая клетчатка нормально. 5 совет. Добавляйте время от времени в рацион питания горькие специи. Вообще горечь любит наша печень и наш желчный пузырь. Все, что горькое, провоцирует выработку желчи с точки зрения тибетской медицины. Поэтому добавляйте в еду имбирь, кардамон, корица, карри, куркума, черный перец. Плюс вообще имбирная вода, если вы корень имбиря свежий нарезаете такими тонкими слайсами и завариваете имбирную воду и время от времени пьете, то это очень хорошо будет вам помогать в контексте застоя желчи. И 6. Если вы прослушали этот ролик до конца и увидели, что у вас есть застой желчи, и вы хотите от этого избавиться, то, конечно, тибетская медицина с этим очень хорошо справляется. Есть множество травяных сборов, которые устраняют застой желчи, и в этом очень хорошо помогает иглоукалывание, остеопатия. Но назначение каких-то сборов и лечения возможно только на индивидуальной консультации. Будьте здоровы!